предыдущей 22 главе Кагурабачи после битвы с Хиюки Тихира вместе со своим новым напарником отправились к себе на базу, где благодаря родословной магии Кёнаги Шаль исцелила рану Хакури. Кстати, главному герою девчонка также попыталась помочь, но пока для него это не было приоритетом, в отличие от раненого человека из прошлой вылазки. Так что можно смело предположить, что Ракухира все же вернет себе утраченную правую руку, поскольку Шаль не опускает руки и постоянно практикуется в применении магии рода Кёнаги. И когда это будет сделано, является лишь вопросом времени. После уже исцеленной Хакури рассказал ГГ и себе интересующую им информацию насчет магического клинка, а главной сенсацией стало то, что Хакури не просто один из членов клана Сазанами, так он еще и сын главы клана Сазанами Кьора. Эта самая магическая катана, как и все лоты аукциона Ракудзачи, находится в кладовке, месте, о котором знает только глава клана. И если верхушкой госорганизации было решено явиться на сам аукцион и выкупить клинок Истинный Удар, что вовсе было не по нраву Кагари Хиюки, то вот Сиба и Тихира решили заявиться непосредственно в резиденцию клана Сазанами, чтобы узнать, где находится кладовка, и лично вернуть себе катану своего отца. Однако эта встреча станет невероятно трудным испытанием для главного героя. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую мангу Манхуа вы сможете на rimanga.org. Здорово, ребятки и анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. 23 глава Кагурабачи встречает нас цветной страницей от Хакадзона, центральным и основным персонажем которого является Ракухира Тихира. Его пронзающий холодом взгляд все еще завораживает, но, честно говоря, хотелось бы, чтобы автор составил цветные страницы и с другими персонажами. Мне вот очень сильно зашла страница с Тихира и Соджо. Сама же глава сразу же начинается с накала страстей, ведь буквально в тот же момент после того, как было выдвинуто требование вернуть Истинный Удар, Кьора применил свою родословную магию, что было одновременно воспринято как враждебность, после чего Ракухира тут же активировал катану Небеса Бездны. Однако сам Сазанами Кьора не собирался сражаться, начав разглагольствовать о ценности таких вещей, как магические катаны, замечая при этом неизвестную седьмую катану Кунисиги, назвав Ракухира его сыном. Активация же магии была всего лишь мера, при которой ему удастся продемонстрировать главному герою то, зачем он сюда пришел, показав тот самый меч Истинный Удар. Тихира, тут же узнав очертания ящика из своих воспоминаний, попытался вернуть себе катану отца. Вот только на деле увиденное ГГ не обладало физической материей, а значит было лишь голограммой, которую глава клана благодаря своей магии может демонстрировать все, что находится в кладовке. Говоря, что раз уж Ракухира хочет вернуть себе Истинный Удар, тогда ему стоит действовать по правилам и добиваться клинка в борьбе на аукционе. Однако Тихира надоели эти уловки, после чего, достав катану из ножен, он поклялся, что убьет главу, если он не ответит на вопрос, где находится кладовка. Вот только полученный ответ и вовсе озадачил главного героя, ведь кладовка находилась внутри Сазанами Кьора. Впоследствии чего глава клана показал полную голограмму хранилища, из-за чего Тихира пришлось убрать клинок с горла своей жертвы, ибо внутри этого хранилища помимо оружия, различных существ и артефактов находились еще и плененные люди. А если главный герой убьет его, тогда это пространство хранилища, созданное магией клана Сазанами, будет уничтожено вместе со всем его содержимым. Кьора ни за что не отдаст никому какой-то лот в обход Ракудзачи, ведь по уставу их клана они готовы даже жизнь отдать за свое дело. А даже если Сиба попробует силой вынудить его изменить решение, вырывая ногти, то в ответ Кьора будет уничтожать по одному более дешевому товару, среди которого могут быть и люди. Так что позиция главы клана Сазанами не преклонится ни перед чем, даже если он погибнет. А Ракухира же в свою очередь не готов идти на такие жертвы, поскольку даже они не гарантируют возвращение клинка Истинного Удара. Ситуация у протагонистов действительно была настолько безвыходная, что даже Сиба предложил убираться отсюда. Однако Кьора своей демонстрацией хранилища, видимо, тянул время, ведь после ее окончания тут же прибыла охрана клана Сазанами, сильнейший отряд из 4 магов этого клана. К тому же они еще и родные братья и сестры Хакури.
Хакури. Назывался этот отряд Тоу, и я думаю, вы заметили, что их было вовсе не 4. А все потому, что 4-й из них, Соя, сейчас выслеживал Хакури и уже вышел на него. Нет, ребятки, что за жесть? Какой раз по счету противники так непринужденно врываются на базу Сиба и Тихира? У них там что, проходной двор? Сазанами Кьора оказался действительно сложным противником, ведь что бы ГГ с ним не сделал, обратно катану своего отца он так и не получит. Да и сражаться с отрядом Тоу, я думаю, тоже не имеет смысла, ибо это им ничего не принесет, поскольку в противном случае, если они тут потеряют слишком много времени, тогда Хакури будет похищен, и тогда им не видать катаны истинного удара, кроме как на Ракудзачи, и хз, хватит ли им денег, чтобы выкупить его, при том, что претендентов на этот лот будет немало, да и большинство из них наверняка будут сильны, и если дело дойдет до драки, то бойня будет жутко кровавая. А со слов Кьоры, в это пространство хранилища могут попасть только члены рода Сазанами, то есть с Хакури у них есть мизерный шанс попасть в это пространство. Так что лично я считаю, что Сибе с Тихира нужно как можно скорее телепортироваться обратно на базу и спасать Хакури. Что же, тогда будем ожидать новую крышесносную главу от Хакадзона. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Tiraram suas 6 espadas mágicas, mas não conheciam a 7ª. Eu vou matar cada mago negro e recuperar as espadas do meu pai. Tentem.